Друзья, всем большой привет. Давненько не виделись с вами, да? Сегодня поговорим о итальянском тяжелом танке из новогодних коробок прошлого года. Это Бизонте C45, ну, вернее, этого года, да. Машина получилась очень интересной. Мне сразу могу сказать, она заходит от боя к бою. То есть, несмотря на то, что танк довольно неплохой, я на нем, наверное, просто не освоился еще за 100 боев. Но, тем не менее, постараемся сформировать мнение и объяснить это тем, кто хочет машину приобрести. Поэтому должно быть интересно. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Бизонте C45 это тяжелый танк Италии. В клиенте его купить пока что нельзя. Есть акция от тарифа игровой, как я понял. В магазине его пока нет, к сожалению. Потому что машина очень хорошая. Главное его достоинство это его автомат до заряжания. То есть если посмотрим на его орудие, у нас 105 миллиметровая пушка, имеет 3 снаряда в магазине. Пробитие базовым бронебойным 218, голдовым кумулем 270 миллиметров, что в принципе немало. Даже очень немало. На восьмерках пробивать кумысом 270 это достойно. С восьмерками, с девятками должно хватать. Разброс 0.42, пушка косоватая и сведение 2.7, то есть сводится долго. Как вы знаете, автомат до зарядки это очень неоднозначный такой полубарабан. То есть в цикличной стрельбе мы перезаряжаемся 12 секунд, как большинство тяжей. То есть с вентилятором будет поменьше. Со вторым снарядом после выстрела первый отстреляли 12 секунд КД, второй 15, третий 17. Третий снаряд, последний, заряжается дольше всего. Это нужно держать в голове. То есть по-хорошему вы должны 2 выдавать, третий держать. Выдавать фулл барабан только в том случае, если это необходимо. То есть добрать кого-то или по-любому дать альфу нужно. В остальном лучше играть как на цикличном танке. Один дали, перезаряжайтесь, один дали, перезаряжайтесь. В моей сборке видим, что у меня перезарядка одного снаряда 11 секунд. По перкам экипажа. Боевое братство, ремонт, это тяжелый танк, то есть ремонт точно не помешает. Плавный поворот башни, король бездорожья, то есть по третьему перку можете смотреть сами. У машины неплохой обзор. В моей сборке 400 метров, то есть этого достаточно, мне лично хватает. По модулям я поставил себе вентилятор, турбина и улучшенные механизмы поворота. Играл раньше вместо турбины со стабилизатором, но мне как-то не хватает машине немножко динамики. Да, он не самый медленный, то есть видим с турбиной 55, но он не набирает их уверенно. Это нужно сразу держать в голове. Турбину лучше ставить боновую или же трофейную. Стабилизатор имеет место быть. У машины со стабилизацией все неоднозначно, то есть она и неплохая, и не хорошая, где-то посередине. Пушка, конечно, на дальнюю дистанцию попадает через раз. Разброс видим 0.4, это не для дальней стрельбы. Машина ближнего боя, то есть это держим в голове, понимаем. С этим разобрались. Давайте посмотрим бронирование, а дальше посмотрим бой. Поехали в Collision. Collision модель, друзья, этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас много противокумулятивных экранов. Приведенка VLD 199, но довольно часто он отбивает. Там неплохое бронирование. Щеки башни 250-260, маска 300. NLD, конечно, не особо хороший. Там 130, 120, 90. В целом, от башни машина способна что-то отбивать с одноклассниками. Если это девятки, десятки, уже, скорее всего, вас будут пробивать. Броня есть, но не рекордная по сравнению с другими тяжами. Хотелось бы побольше миллиметров, конечно. В борту броня есть, то есть борт способен отбивать, но опять же, если будете выкатываться от борта, вас, скорее всего, будут простреливать в НЛД или в ВЛД, то есть в какую-то из этих лобовых деталей. Башня только в щеках что-то отбивает, и то, повторюсь, 8 и ниже. Девятки уже с повышенной регулярностью будут пробивать. В остальном машина защищена неплохо, скомпонована тоже неплохо, то есть я не могу сказать, что его часто критуют, выбивают, у меня с этим лично проблем нет. Может быть, у другого игрока повышенная критуемость на этой машине имеет место быть, но я такого за ним не заметил, чтобы он прогорал, вылетал АБК, вот часто и так далее. С этим разобрались? Давайте посмотрим бой, поговорим, кому она нужна и как на ней играть. Поехали в бой. Бой, друзья, у нас на карте Жемчужная река. Будет нанесено большое количество урона. Бой, соответственно, конечно же, на мастера. Видим, что игрок использует по оборудованию закалка, турбина и стабилизатор. Играет также с доппайком на голдовых расходниках. Много у него фугасов. Не знаю, зачем на этом танке фугасы нужны, но тем не менее давайте посмотрим. Машина, видим то, что с турбиной едет в принципе неплохо, с горки 50. Если ехать в обычном рельефе 40, она ехать будет. Танк довольно подвижный, я не могу назвать его медленным. То есть он будет, я думаю, быстрее, чем S3 с механизмом заряжания. Точно быстрее, чем защитник. Но по бронированию здесь, конечно, есть ряд определенных вопросов. Я не посмотрел в статистике боя, сколько он заблокирует, поэтому будем с вами и разбираться.
На Жемчужной реке он абсолютно правильно приехал, то есть здесь есть рельефная зона, где можно стать от башни, отстрелять перекатку, тем более динамика позволяет. Вот засвечивается большое количество противников, дает первый шот по 50 ТП, вторым снарядом дает Т-103, и можно дать третий снаряд по Т-103, что в принципе он дает. То есть 3 снаряда отдал, 1100 урона есть, и можно уходить на перезарядку. Здесь очень удобно, друзья, то, что вы можете выдавать 3 снаряда, и после этого спокойно уходить в КД для того, чтобы загрузить 2 и дальше продолжать вести огонь. Но лучше, конечно, нагружать 3. Поэтому кому эта машина подойдет? Ну, я думаю, новичкам будет сложновато ее реализовывать, потому что новичок чаще всего в голове не будет держать то, что стрелять нужно по одному снаряду. Всегда хочется выдать больше урон. И поэтому вы должны понимать, что это не классический тяжелый танк, на котором можно ехать и просто в прямой перестрелке стоять. Эта машина, здесь надо думать. Как и вся итальянская ветка. То есть, видите, он не торопится стрелять, ожидает загрузку снаряда и тогда только ведет огонь. Засветился ВК 101П, вот как то, о чем мы говорили в ангаре. 2 снаряда отдал, третий держит, уходит в перезарядку. Это абсолютно правильная тактика на этой машине. Прошло у нас буквально 2 минуты боя, 1800 урона есть, 1440 заблокировал от башни. Один раз его пробили, но пробили его в НЛД. То есть видим, что башня способна в таком бою танковать. Счет у нас пока что 2-0. Союзная команда лидирует. Нужно помогать с ВКшкой, хотел ее добрать, но не удалось. Рельеф не позволил. У машины идеальные УВН, то есть минус 10, от башни стоять очень-очень комфортно. Кому он подойдет? Если вы устали от классических тяжей, таких как там защитник, ИС-6, и вы хотите что-то новое, какой-то свежий взгляд на технику, эта машина вам подойдет. Потому что насчет Рина Черонты пока сказать десятки конкретно итальянской, кто не знает, ничего не могу, я на ней не играл, в ближайшем времени отыграю, сделаю по ней видео. Но вот конкретно за прогу, то есть про Гетто 65, который 10-й, СТшка, это огонь. И вот тяжик, это вот что-то среднее между тяжелым и средним танком. Здесь конкретно на примере Бизонта С-45. Это у вас такая, знаете, более бронированная СТшка, которая имеет интересный механизм дозарядки, который позволяет, ну, в такие моменты просто выкатываться. Поспешил он с выстрелом, конечно, но здесь есть очень определенная фишка. То есть, видите, друзья, забыл сказать, хочу сразу догнать мысль. Когда вы заряжаете снаряд, у вас есть определенный звук сигнала. То есть такие есть желтые ползунки по бокам, не знаю как назвать, дужки, ползунки, скобочки, кавычки, ну вы поняли. Они издают определенный сигнал. И когда вы дожидаетесь определенного сигнала, при выстреле вы используете, вот они, их сейчас видно, на самой-самой крайней полосочке. Когда стреляете, вы не теряете штраф перезарядки. Ну, то есть это сложно звучит, это сложно запомнить, когда разработчики вводили эту технику. Для многих игроков это было действительно сложновато. Я сам таким являюсь, то есть нужно привыкнуть по звуку. Ориентируйтесь, звук услышали, то есть определенный, что дозаряжен, можно стрелять. То есть в том плане, то, что на втором снаряде можно дождаться половину зарядки третьего, выстрелить, и тогда потеряете меньше штраф. Да, я понимаю, это звучит довольно-таки сложновато, но когда покатаетесь на нем, поймете. То есть машина имеет место быть в ангаре, танк хороший. То есть действительно он хороший. Он способен фармить, у него неплохая доходность, не рекордная. Бывают бои там на разных картах, типа там студзянки, где вы просто никуда не можете доехать однозначно или не можете стать от брони. Но если попадаете в одноуровневый бой, где противник вам позволяет выдавать барабан и не едет на вас во время КД, тогда эта машина отлично вас порадует, зарекомендует себя, потому что в таких боях, как этот, можно настреливать неплохие цифры по урону. Видим, здесь спокойно он разминает Йоха. Альфа за выстрел очень приятная, 360, это не 320, как на Леве. То есть уже побольше, иногда и 400 вылетает. Так что, друзья, однозначно, машина имеет место быть в ангаре. И однозначно ее можно рассматривать как доходный премиум танк. Видим, что у нас прошло 5 минут боя, у игрока 4,5 урона. 1800 заблокировал, то очень даже неплохо. Поэтому танк однозначно для новичков нужно подумать, если вы игрок средней руки, среднего диапазона, да, то машина хорошая, можно покупать, можно брать, точно. Я когда выпала из коробок, я не сразу ее распробовал, то есть врать не буду. Были определенные моменты привыкания к такому методу разрядки барабана. То есть это однозначно вы всегда будете хотеть поначалу выдать максимальный урон, и из-за этого могут быть реально проблемы. То, что вы даете 1100 и вас убивают, потому что вы не успеваете просто зарядиться. Но если относиться с пониманием к машине, то есть не торопиться, думать, где вы можете сэкономить снаряд, сэкономить выстрел, то танк имеет место быть, как я уже сказал.
Поэтому, друзья, если я ответил на ваш вопрос и вам понравился этот обзор, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал и написать любой комментарий. Буду ждать ваши комменты, друзья. А теперь смотрите результаты боя и пока-пока.